Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас мы с вами будем делать чистку-отливку. Как всегда, настраиваемся. Думайте о себе, пожалуйста, ваших родных и близких. Сегодня мы будем чистить вас, родных ваших и близких, по крови и тех людей, которых вы загадаете, о которых вы подумаете. Мужчин ваших и так далее. Смотрите, есть фотографии, отлично, приготовьте, да, положите рядышком возле себя. Нет фотографии, думайте об этом человеке. Есть фотография на телефоне, пожалуйста, ее найдите на телефоне. Просто сейчас паузу нажмите, найдите это все, приготовьте и дальше смотрите расклад, видео, да, наше гадание. Вот, а я сейчас начинаю. Так, дорогие мои. Угу. Настраиваемся. На 7 дней где-то так хочу посмотреть. Но, знаете, иногда вылезает дальше, что-то покажет, что будет дальше. Вот здесь идет мужчинка такой с мешком, с очень смешным носиком. Тут либо с горбинкой такой носик, либо крупный носик, знаете. Идет к женщине с мешком. Мешок — это целый ворох каких-то подарков, каких-то чего-то там несет он. Может, что-то купил для вас неожиданно, а может, это продукты даже, да, когда приезжает какой-то мужчина, вот, скажем, в полном во всеоружии, что называется. Так. Смотрите, я вижу здесь у кого-то в лабиринте вы бродите, не можете найти выход из какой-то ситуации. Вот будет найден этот выход. Именно в лабиринте, то есть запутанная ситуация, в которой вы не можете выход найти давно. Это могут быть отношения, конечно, с кем-то, с мужчиной, с кем-то другим человеком. Для кого-то может это показан быть, например, там мама и сын, да, когда вот ну никак нет взаимопонимания. Ну, человек важен для вас. И вот из этого лабиринта будете вы наконец-то выходить. Вы ищете давно выход, вы его найдете. Так, что-то будет решаться. И вот я загадала, да, взяла 7 дней, и действительно вышла семерочка. То есть в течение 7 дней что-то будет решаться. Но для кого-то, девочки, если уж совсем какая-то крупная ситуация, либо крупный конфликт, то может, конечно, это показывать и 7 недель. Так, вижу руну Фео. Фео у нас успех, Фео у нас процветание, богатство. Но здесь выход из затруднительных ситуаций. Может быть, из долгов. Кто-то, может быть, ну, выплатит, закончит выплаты. Вот эти. Такое все-таки тяжесть, да, когда долги есть. Вот. Выход у вас будет. Как-то высоко выскочите вы. Такое ощущение, что выше, чем вы думали и мечтали. Вот работу кто-то найдет, может быть, такую прекрасную, шикарную. Как-то себя найдете, как реализовываться. Кто-то, может быть, мечтал, чтобы был не один источник дохода, а больше, 2 или 3. Вот это будет тоже получаться. Так. Вот вижу, у вас кто-то прощения попросит. Прощения просит. Вы будете очень удивлены. И человека вижу со спины, поэтому не могу вам сказать, мужчина либо женщина, но в любом случае вы будете очень удивлены, довольны, будет вам как бы радостно, что кто-то признает свою перед вами то ли неправоту, то ли вину. Вот. И я хочу сказать, у вас даже появится, у вас и у этого человека, вот как партнерство, да, если возьмем там дружбу либо любовь, появится второй шанс вот наладить вот отношения эти, как любовные, как для кого-то дружественные. Так, у каждого по-разному уже проигрывается. Мы же не забываем, что общая отливка, правильно? Так, капелька. Дальше. Идет знакомство с мужчиной, вижу. Совершенно вас очарует. Я вижу, просто закружилась голова. Ну, такой, конечно, приятный, приятная внешность, очень улыбка приятная у него. Все вам в нем понравится. Вот я вижу. У вас даже будет такое волнение, искренен ли он. Вот это вообще все, не сон, не наваждение. Он очень активно, здесь вижу, начнет свои ухаживания. Чем больше будете общаться, тем больше будете убеждаться, что так, ну, такое и есть. Да, это все искренно. Начало романа идет кому-то, у кого-то. Я прямо чувствую даже вот ваши чувства. То, что внутри у вас происходит, да, такое как некое смятение.
и радость, и удивление, все вместе. Смотрите, я вижу, что знакомство происходит как бы как то ли на ходу, в движении как-то, либо что-то связано с транспортом. В транспорте, возможно, либо связано с транспортом. Ну, например, там вокзал, да, железнодорожный или аэропорт, или еще что-то. Как-то вот. Или, может, с кем-то будете подъезжать. Ну, в общем, движение я вижу. Я вижу, что вы раскрываетесь как цветок. Вот как цветок, за которым начал ухаживать настоящий садовник. Вот смотрите, знакомство случайное, а вот перерастет в долгосрочное отношение. Вот даже вижу, вы как сливаетесь в одно, как в одно целое. Вот у меня второе тоже есть такая карта, там вот как люди становятся как одно целое. Кстати, вот видите, нашла, вытянула случайным образом, да, случайным порядком карту нам на гадание. И вышел у нас жезловый туз. Очень хорошая карта, да, будут двери открываться для вас какие-то важные отношения, скажем так. И так оно вот и показывает, действительно, да. Так вот решила тоже Таро подключить. Так. Смотрите, вижу... Так. Смотрите, кто-то планирует начать свое как дело, что ли. Это связано с красотой. То есть это или парикмахерская, или там какие-то ногти, ресницы. Может даже продажа этих товаров, косметики. Что такое. Связано с этой сферой. Я вот вижу крупный успех. Не сразу, не за неделю, нет. Но вы получите гораздо больший успех, скажем, в этом деле, чем вы даже мечтали, чем вы планировали. То есть у вас получится. Как будто вы даже потом поймете, боже, так это же вообще мое. Вот я еще вижу, знаете, что вы быстро учитесь, а это важно. У вас есть способность как-то быстро схватывать нужную информацию, либо формат, как это делается, вот что-то такое. И вот тоже ваш рост будет связан вот именно с вашими личными качествами. Поэтому, то значит, так не у каждого могло бы получиться, как у вас получится. Так, а здесь вот вижу, кто-то заболел. И так грустно. Такая печалька. Хочется жить обычной жизнью, да, а вместо этого совсем другие обстоятельства и обстановка. Не грустите. Здесь будет все хорошо у вас, будет выздоровление, а это самое главное. Здоровье это самое главное. Да, будет здоровье, будет все. Вот. Я вижу здесь, как отзовутся, как-то много каких-то и родных, и знакомых, с кем давно не общались. Как-то либо вы найдете время тоже написать, да, было все некогда позвонить. Кто-то лично, так сказать, на пороге объявится, кто-то напишет. И будет один, кстати, очень важный контакт с важным для вас человеком. Вот, может, давно не виделись, не общались, либо поссорились. Вот вижу, что очень согреет вам душу этот именно контакт. Вообще вижу, поддержка вам будет от людей. И знаете, откуда еще идет поддержка? От мироздания. Ангел-хранитель крепкий у вас. Такой серьезный какой-то. Прям вот вижу, что будет вас закрывать от каких-то, ну, совсем уж событий таких, которых не хотелось бы вам. Вот вас отведет, как говорится, Бог, от бед. То есть у вас сильный есть ангел-хранитель. Вот так скажу. Может, вы это чувствуете с самого детства, а может быть, нет. И вот первый раз поймете, что да, это так. Вот. Кстати, для кого-то это может быть человек, который ушел из жизни, ваш родной. Такое бывает, часто показывает. Родные люди хотят и идут, становятся нашими ангелами-хранителями. Вот прям вот как вижу, как человек поднимается с этой постели больничной и пошел. Все хорошо будет. Так, дальше что нам еще свеча тут расскажет? Смотрим. А тут вот вылезла, ну, как говорится, да, не без того. Вылезла, вы знаете, лиса, лисичка у нас. Ну, это, конечно, хитрость, это коварство. Это какой-то человек, который такой сисю, путю-тю, что-то вот хочет, что ли, от вас. Либо, знаете, даже, может, ничего и не хочет, а вот как-то общается так в глазки, весь такой милый, а потом может выйти и там где-то обсудить. Ну, такое часто на работе бывает. Многие люди одевают маску
таких добродетельную маску, а на самом деле могут из-за спины вот коварно поступить, что-то там посплетничать, да. Вот такой тоже есть человек в вашем окружении, но особо не переживайте, потому что такие люди есть в окружении у всех. Мы все такие очень разные, и вот такого вижу тоже тут человека. Вот четко идет лисья мордочка, так что такое тоже. Так. Так, кто-то напланировал дальнюю дорогу. Смотрите, я вижу, что она будет у вас переноситься почему-то, почему-то. Ну, тут так. Либо с билетами будет что-то, что вы уже собрались, а билет как-то подкачал, да, надо будет ожидать, либо что там. Либо у вас появятся еще какие-то срочные дела, что надо будет переносить билет, допустим, сдавать, а новый брать, вот такое что-то. Потому что я вижу, что будет как дважды вот эти все сборы, как первый раз не получится выехать. Ну, тут любой вид транспорта, даже не буду рассматривать, людей много, любой вид транспорта. Но я хочу вам сказать, ничего таких каких-то потерь вы не несете особенных из-за того, что вы поедете там позже, не в то время. Как бы все, что вы запланировали, у вас получится. Ну, просто вот такой вот выезд идет какой-то двухслойный, да? Так, я вижу, тут нужно следить за денежкой. В том плане именно, знаете что? Прям вот контролировать, куда вы положили эту карточку, либо кошелек. Вот есть ощущение, что кто-то может как потерять. То ли карту, то ли денежку какую-то, то ли кошелек. Вот. Ну, там не такая большая сумма, насколько я вижу, но мало приятного. То есть просто проконтролируйте все время, куда вы это все положили, да? Вот. Ну, есть такое, вижу, как такая вот потеря. Ну, небольшое что-то. Может, просто купюра выпадет откуда-то, у кого не карточки, а купюры, да. Такое бывает. Бывает иногда вообще, знаете, потеряете малое, найдете большое. Потеряете там небольшую купюру, а потом найдете что-то вообще крупное, прикрупное. Так, смотрите, вот здесь вот вижу песочные часы. Частенько они мне идут, показываются мне. Я всегда это читаю как то, так у меня проигрывается, что нужно какое-то дело как бы поторопиться сделать, потому что время истекает, да? Время истекает на какое-то дело, на принятие какого-то решения. Подумайте, знаете, как говорится, составьте список тех дел, которые есть у вас, и сколько у вас есть времени на каждое из этих дел, чтобы не было так, что вы потом кинетесь, а все, поезд ушел, вы уже его не успеваете сделать. А это важное что-то для вас. Вот. Точно так же это может касаться отношений. Да? Если вот там поссорились, и каждый держит свою, как сказать, планку, или как это сказать. Ну, никто не хочет там, знаете, на горло себе наступить. А время утекает, как говорится. И это время, если совершенно утечет, то потом нечего будет и восстанавливать. Если есть еще мечты и надежды с этим человеком быть, а время идет, идет, тоже надо как бы взвесить, кто прав, кто виноват. Может быть, и первому сделать шаг. Особенно если вы чувствуете, что действительно вы там что-то накосячили, да, потому что можно потом просто опоздать. Вот песочные часы всегда такое говорят, что надо поторопиться, сделать что-то важное. Так, гости на пороге, ну это часто такое мы видим, да, гости на пороге. Кстати, гости как-то вас застанут как врасплох. То ли без предупреждения, то ли как-то так вы будете неподготовлены, да, не знаю, забудете, может быть, если вас предупреждали. Ну, в общем, вижу, что вам такой звонок, да, что скоро на пороге гости, это может быть, кстати, и мужчина, вот, гость, да, и вы так бегаете просто, и вы не знаете, за что хвататься. Вот тут быстренько, тут уборка, тут что-то там надо прибрать, что-то там помыть. В общем, так, знаете, такой срочное наведение каких-то там марафета какого-то. Вот такое вот будет, вижу. Ну, тут ничего такое. Я это даже вижу как с юмором. Ну, и придет к вам ваш гость. Ну и что, если что-то там вы не успели, ничего страшного. Так, вижу, знакомство будет с мужчиной. И так, мужчина идет, мужчина. Интересный человек.
И у него такая какая-то биография такая яркая, вот интересная яркая биография. Вот то, что он как бы в жизни пережил, прошел, что ли, это вот его можно слушать и не переслушать. Человек чистый очень, очень искренний. В любви как-то не везло ему. Как-то встречал вот женщин, которые от него, не знаю, не оценили его. Такое бывает. Вообще ж, вы знаете, притягивается очень, да? Классный мужчина, притянется какая-то женщина, не то пальто. Классная женщина, мужчины какие-то липнут не те, да? Согласны же? Вот. Здесь вот, знаете, прям вот как вас судьба сведет. Такой вот хороший мужчина идет, и вы такого, собственно, и мечтали и хотели. И все у вас получится, срастется. Вы подойдете друг к другу. У вас будет очень хороший интим. Вы подойдете друг к другу совершенно. И я вижу, что вам он интересен как личность. Вы его слушаете с открытым ртом. А ему тоже классно, что ну, кто-то, не кто-то, а женщина, которая нравится, да, и что он такой герой в ее глазах. Вот это вот прям такой хороший будет классный фундамент для ваших отношений, потому что вот и мужчина свою роль полностью как отыгрывает, да, роль защитника, роль такого человека, ну, супергероя, скажем, да, вот. Ну и женщина рядышком, вот мягкая, такая нежная, вот прям вот сходитесь очень хорошо. Вот такое идет знакомство, девочки. И я вижу, что есть у этого знакомства шансы на перерасти на что-то вот серьезное, большое. Смотрите, дорогие мои. Хотела сказать, напишите мне, пожалуйста, просьба у меня к вам. Напишите мне, пожалуйста, уже свечечка все не работает. Напишите мне, пожалуйста, ваши, предложите темы в комментариях, которые бы вы хотели рассмотреть, да? Потому что я сама беру темы, сама какие я решаю, то мы и смотрим. В принципе, часто свеча говорит свое там, да, но все равно бывает же и тематическое мы что-то делаем. Поэтому большая просьба написать темы. Так, очень хорошо чистимся. Ой, упала свечечка, но ничего. Смотрите, насколько меньше узлов и насколько сами узлы меньше вышли. Вы понимаете? Смотрите, уже прям как, знаете, как от нитки, вот когда вышивает человек, и вот это вот осталось. Поэтому чистимся мы все очень замечательно. Так, вижу соединение. Вот сидят мужчина, женщина и ребенок. И еще один ребенок вот идет. Ой, смотрите, здесь как будто пара с ребенком будет еще одного ребеночка заводить. Беременность будет идти. Вот. Но также я вижу, что эта пара крепко держится за руки, а так не было раньше, я вижу. То есть это, возможно, люди расставались, либо разъезжались, ну, просто были далеко друг от друга, либо ссорились, расставались. И здесь пара и воссоединяется, вместе идет. И еще вот вижу, что будет потом еще ребеночек. Вот это то, что я вам еще могу такое подсказать приятненькое, да, такое интересное. Понятно, что не для всех проиграется. Так, вот вижу тоже пара собирает урожай. Это урожай тоже и вашего вклада в отношения, да. То есть если, ну, пришлось потрудиться над отношениями, чтобы их построить, да. И вот урожай, то есть у вас все хорошо, у вас все получится. Семья, если кто-то задумал. Также это урожай, если у вас общее дело. Это может быть как, ну, такой дуплет, да, когда и рассказ и о ваших личных отношениях, и о работе тоже бизнесе, если у вас особенно он общий, тоже идет как урожай, что-то вы вот вместе соберете какой-то урожай. Ну, там такое дружненькое, что-то прям так голова к голове, так, знаете. Вот. Ну, вот такая у нас сегодня отливка, вот такая у нас сегодня чистка. Всех люблю и обнимаю. Спасибо вам за то, что вы со мной, за донаты, за спонсорство огромное спасибо вам, за ваши комментарии искренние. Пускай у вас все будет хорошо. За ваши пожелания, да, я вам желаю в 100 крат больше. Приходите ко мне еще. Подписывайтесь, кто не подписался, да, и, конечно, ставьте лайк этому видео. Все, до свидания. Пока-пока.